Всем привет! Сегодня буду тестировать новые кеды. Именно вот эти вот DC. Это про модель Стиви Уильямса. Но это его как переиздание, это Slim-версия. Стив Уильямс уже не катается за DC. А первая вообще его про модель вышла в 2001 году. Они были, точно такие же, только более пухлые. Больше даже такие чуть-чуть похожие на баскетбольные. Вот. А это вот вышла она, это переиздание, вроде как в позапрошлом году. И я вот себе решил сейчас их прикупить. Естественно, купил я их со скидкой. Довольно-таки хорошие, они что-то мне вышли там 3700. Так что вот, и хочу сейчас в них покататься, смотреть, как они себя покажут. Особенно интересно вот будет, как вообще протираться носок. Потому что здесь он такой, вроде бы здесь, честно, не могу понять, точно сказать, что это за материал. Мне вот интересно, как он вообще продержится, и станет ли быстро протираться, либо наоборот, не будет ли он слишком скользкий, то есть не будет ли по наждачке просто, знаете, так как проскальзывать. Вот. А из плюсов, которых сейчас сразу же заметил, что здесь шнурки спрятаны, то есть здесь не торчат какие-то либо петельки. Это позволит, что шнурки дольше прослужат и не порвутся вот в этих вот местах. Но надеюсь, так и будет, так что сейчас проверим, поделаю в них кикфлипы. Также сделаю где-то в районе 20 штук кикфлипов своей и потом свечи. Так, я сделал около 20 штук кикфлипов, и честно, первые впечатления пока странные. То есть смотрите, как вот эта вот часть, которая прошита, вот носок, это все-таки больше на кожу похоже, потому что стирается она прям как кожа. И немножко вот здесь замша, у меня сверху протерлась. Это чем-то напоминает мне те Адидасы, которые Copa National, где были вот у меня прошит нос. Но здесь-то прошит он прям полностью. Вот. И там была резинка, но здесь кожа. И прям такой след остался после 20 флипов. Заметный сразу же, да? Сейчас вот дальше буду делать еще ноли флип, или свич флипы. Давайте, буду делать в свече свички флипы. Вот, посмотрим, как у меня там будет уже на другом кеде стираться носок. Вот я сделал тоже 20 штук свечи флипов. И вот смотрите, как, также, можно сказать, стирается вот эта вот кожа на другом кеде. Тоже такой же образуется след. Честно, пока первые впечатления странные о кедах, но именно то, что как они стираются. Но в плане, как сидят, они, конечно же, удобные. То есть кикфлип я, конечно, в своей стойке сделал вообще где-то только с 3-го раза. То есть то, что здесь такой носок у них не прям острый, он более круглый. Тут было чуть-чуть непривычно. Вот, а
Сейчас когда я уже начал делать свички клипы, то мне уже как-то было, более-менее привычно. То есть я уже понимал, как надо выводить его. Вот, так что опять прошитый носок, да, если вот порвутся вот эти вот все нитки, что интересно будет под вот эти вот части, не будет ли так же, как у Adidas, да, там просто пустая часть, что у вас как бы пальцы будут торчать. Так что вот, посмотрим, как они себя вообще дальше проявят. Естественно, я дальше в них буду кататься. И увидим, как они долго продержатся. Ну что, я уже целую неделю катаюсь в этих кедах, и сразу выявилась одна проблема. Ну, сейчас в основном все по порядку расскажу. Смотрите, носок постепенно стирается. Здесь, естественно, все вот эти вот нитки порвались, но сама вот эта вот, не знаю, как кожа, она приклеена, и за ней, естественно, там замши дальше нету. То есть у меня вот уже на правом моем кеде здесь вот, смотрите, как от клипа порвалась, ну, как стерлась. И здесь вот, видите, замша, она заканчивается именно вот в этом месте, вот где сам шов. А дальше, ну, как обычно, там какие-то подкладки или еще что-то идут. Это, кстати, вот за неделю у меня вот от ноли клипа уже так на правом кеде стерлась, а на левом еще, кстати, держится. Ну, я вроде как клипов своей что-то меньше делал, чем вот ноли на свече. Еще, кстати, вот стерлась подошва. То есть за неделю она немножко уже стала лысой. То есть если как-то другие кеды, они там более глубже делают протектор, что он дольше стирается, то здесь он не сильно глубокий и уже такая вот на этой части она гладкая. Ну и также вот и на правом кеде. Проблема вот, которую я выявил, где должны быть, да, вот защищать шнурки, ну то, что шнурки сделаны вовнутрь петельками. А петельки вот эти вот сами, они у меня, вот смотрите, все разошлись, то есть они были вклеены внутрь и пришиты. И то, что у меня здесь вот эта вот часть, она стиралась, швы вот тут вот отошли, петельки все эти отлетели, и вот в этом месте у меня уже не фиксирует стопу кед. Я каким-то образом вот тут вот сейчас зашнуровал, чтобы у меня кед не слетал. Но не знаю, как долго вот так это продержится, потому что вот в этом месте шнурки стираются, и постоянно их менять, конечно, не сильно хочется. Из-за этого вот я купил клей Момент, потому что по-другому никак. Я хочу просто продолжать в них кататься, а то, что вот сейчас эти петельки все отлетят, и у меня кед будет на ноге просто болтаться, потому что без шнурков они не фиксируют так хорошо, как, естественно, со шнурками. Так что сейчас постараюсь заклеить, ну и дальше буду в них кататься. Так, ну что, я уже катаюсь еще в них, ну, где-то, можно даже сказать, еще 1,5 недели в них катался. И у меня вот, получается, на левом кеде стерлась вот эта вот кожа. То есть она здесь уже полностью открылась. Подкладка внутренняя еще как-то держится. Но тоже ее, можно сказать, надолго не хватит, потому что здесь уже, можно сказать, вот у меня торчит палец. Еще пару, может, там флипов, и все. То есть здесь как бы уже будет полноценная дырка у меня. А вот на правом кеде здесь уже, естественно, у меня как то, что была тогда дырка, здесь она просто, эта вкладка внутренняя порвалась, и палец уже полностью торчит. При этом то, что я
где-то на следующий день, после того, когда там записывал видео, я подвернул ногу и не катался еще там 2 дня. И потом только катался в своей стойке, то есть в свече я не флиповал даже. Потому что мне, естественно, было больно выводить, я подвернул именно вот правую ногу. Я только мог как бы щелкать. И правый кед, как бы, не прям так скажу, что я много делал в них кикфлипов. Я даже как-то себя ограничивал, потому что образовывались, если я там сделал какой-то кикфлип, был сразу такой сильный след, что я думаю, сейчас попробую еще там сделать какой-нибудь флип-ин, и они у меня, блин, сразу разлетятся. То есть, когда если такие возникают мысли, да, там о кедах, то это какой-то плохой признак, что вы как-то себя ограничиваете, то есть хотите что-то попробовать, а не можете, то есть вам жалко кеды, жалко их порвать. И они у меня вот порвались, да, там достаточно быстро. То есть я не прям так много в них флиповал, то есть в основном делал какие-то хилфлипы, шувиты или еще что-то. Флипы делал, но не так много. То есть хотелось бы, естественно, как-то себя не ограничивать в этом и что-то учиться новый какой-нибудь, может, там флипы, но в этих кедах особо не получалось. Кстати, по поводу шнурков, у меня все-таки получилось их заклеить. А я, получается, вот эти вот петельки ставил между замшей и вот этой вот подкладкой внутренней. И, естественно, туда налил клея, все это зажал. И держится, кстати, достаточно нормально. То есть они больше при этом не вылетали. И еще вот, кстати, проклеил немного вот эту вот замшу, чтобы она тоже вот в этом вот месте не стиралась. Потому что, наверное, когда я там делал, если воли, то есть вот эти вот все места протирались. И, возможно, кстати, могут дойти до вот этих вот опять петелек. Так что проклеивайте их сразу, чтобы у вас тоже такого не случилось, как у меня. Что при катании они все отлетели, и вы пытались потом их кое-как там зашнуровать. А вот в этом вот месте они, вот в этих вот петельках, шнурки быстро рвутся. Из-за этого я нашел дома вот белый шнурок и зашнуровал белым. Получилось у меня вот такое вот, то, что там здесь черный, здесь белый шнурок. Но другого не было. Вот так вот и катался. Подошва, да, здесь также и осталась, кстати, лысой. Ну, даже еще сильнее стала лысой, но главное, что дырки нету. Но я при этом, конечно, удивлен, почему не могли, да, сделать ее более глубже, потому что здесь же капсуловая подошва, а не вулканизирована. Но, наверное, может, так специально сделали, чтобы быстрее у вас рвались кеды, и вы потом еще купили себе новые. Но кеды, кстати, не дешевые. Они также без скидки в основном где-то стоят там 8-500. Выглядят они круто, но для катки я бы их не советовал. То есть достаточно быстро порвутся. Через неделю отлетают у вас все петельки, стирается подошва, становится лысой, рвется вот эта вот кожа, и потом у вас уже вылезает палец. Естественно, если только их как-то подклеивать сразу, следить за этим. Я вот за этим вот не следил, и у меня здесь, да, там через неделю уже образовалась на этом дырка. Здесь уже как-то дольше продержалась, но, как я и говорил, я достаточно мало в них флиповал. Так что вот так, такие вот кеды. Так что спасибо, что посмотрели еще один мой тест-кед. Пишите, кстати, в комментариях, что думаете по поводу них. А у меня на очереди лежат дома еще одни кеды, которые я буду тестировать. Но это вы увидите, естественно, позже. Так что спасибо, что посмотрели. Увидимся также на спотах, скейт-парках. Всем пока, всем спасибо.